Во время своей прогулки по обширному поместью владелец натыкается на запечатанный дверной проем, ранее скрытый от посторонних глаз. Заинтригованный он решает войти, но он приходит в ужас, увидев то, что находится внутри. Маркус, любитель истории, недавно приобрел особняк XIX века, построенный известной семьей Ротшильд. Увлеченный ремонтом дома, он неустанно трудился над восстановлением его исторического очарования, в то время как его жена Хиллари посетила фестиваль моды в Милане. Развешивая трофеи животных в подвале, Маркус заметил участок стены, который казался пустым. Заинтригованный он продолжил исследование, проведя рукой по холодному камню. По его телу пробежал холодок, когда он почувствовал, что в этом месте что-то изменилось, как будто оно скрывало тайну. Постучав по стене, Маркус услышал эхо, которое подсказало ему, что за ней находится потайное помещение. Он вспомнил местные легенды о тайных комнатах и переходах этого поместья, которые он ранее отвергал. Теперь, столкнувшись с потенциальными доказательствами, он не мог игнорировать такую возможность. В голове Маркуса проносились мысли о Ротшильдах, их богатстве и влиянии семьи. Могли ли они спрятать что-то ценное в этих стенах? Несмотря на искушение немедленно прорваться внутрь, Маркус вспомнил слухи об этом доме, которые заставили его задуматься. Решив действовать осторожно, Маркус решил изучить историю, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Бросив последний взгляд на таинственную стену, он поднялся по лестнице, в голове у него уже созрел план. Маркус погрузился в исследование в местной библиотеке, окруженной запахом старых документов и книг в кожаных переплетах. Он просмотрел записи в поисках упоминания о потайных комнатах, раскрывая разрозненные легенды. В одной говорилось о тайном семейном склепе Ротшильдов, в то время как в другой упоминался трагический обвал. В поисках дополнительной информации Маркус посетил местный паб. За кружкой пива местные жители рассказывали друг другу истории о странностях семьи Ротшильд и о том, как в их доме видели привидений. Несмотря на множество историй, официальные отчеты по-прежнему были расплывчаты в отношении каких-либо скрытых объектов в доме. По мере приближения возвращения Хиллари из Милана, ожидание Маркуса росло. Когда она приехала с охапками дизайнерских тканей и эскизов, ему не терпелось поделиться своим открытием. «Хиллари, ты не поверишь», — взволнованно сказал Маркус, похвалив ее работу и продемонстрировав ремонт. «Что это?» — спросила она, оглядывая дом. «В подвале есть кое-что, что я должен тебе показать», — ответил он, ведя ее вниз. «Посмотри на эту стену», — сказал Маркус. «Я не вижу ничего необычного», — нахмурилась Хиллари. «Вот именно», — объяснил Маркус, едва сдерживая волнение. «Это маскировка. Я думаю, за этим скрывается что-то невероятное, возможно, это потайная комната или хранилище». Волнение Хиллари сменилось опасением, когда она переварила откровение Маркуса. «Ты уверен в этом?» — спросила она дрожащим голосом. «Что, если это что-то ужасное? Это может вынудить нас покинуть дом». Маркус вздохнул, разрываясь между своим любопытством и беспокойством супруги. «Я понимаю, но я не могу игнорировать эту тайну», — сказал Маркус, но Хиллари твердо настаивала на своем. Маркус неохотно согласился выполнить пожелание Хиллари. Он даже связался с агентом по недвижимости, собираясь начать все сначала. Однако это решение тяжело давило на него. В последующие дни в доме воцарилось неприятное напряжение. Маркус пытался сосредоточиться на повседневной жизни, но его мысли постоянно возвращались к потайной двери. Он часто ловил себя на том, что смотрит вниз на лестницу, ведущую в подвал, и перебирает в уме возможные варианты. Не в силах полностью подавить свое любопытство, Маркус погрузился в исторические исследования. Он провел долгие часы в местной библиотеке, изучая пыльные книги и пожелтевшие документы в поисках любого упоминания о потайной комнате. «Мистер Маркус, вы становитесь здесь знакомым лицом», заметила библиотекарша, и в ее голосе послышались нотки веселья и озабоченности. «Я полон решимости раскрыть секреты этого дома», — объяснил он.
«Это поместье имеет сложную историю», — ответил библиотекарь. «Существует множество свидетельств, но они ненадежны и противоречивы. Официальные отчеты ведут в тупик. Это, конечно, загадка, но она вызывает разочарование». Маркус кивнул. Его решимость была непоколебима. По мере того, как он углублялся в свои исследования, слова библиотекаря эхом отдавались в его голове. Он чувствовал растущую уверенность в том, что ключ к разгадке находится за загадочной стеной. Когда Хиллари не было дома, Маркус помчался домой, испытывая смесь волнения и дурных предчувствий. Стоя перед стеной, он засомневался. Что он там найдет? Какие секреты скрывали Ротшильды? Преодолевая страх, он изо всех сил ударил кувалдой. Стена рухнула, открыв потайную дверь. С колотящимся сердцем Маркус открыл ее и обнаружил маленькую пыльную комнату. Поначалу его охватило разочарование, но затем он заметил особенности комнаты. Неровные стены, незаконченную штукатурку. Заинтригованный Маркус провел руками по поверхности, обнаружив под слоем пыли деревянную раму. Осторожно сняв покрывало, он обнаружил портрет семьи Ротшильдов. По мере того, как он открывал новые картины, перед ним вырисовывалась более четкая история семьи. Толстая стопка документов выпала из одной из рам и рассыпалась по пыльному полу. Сердце Маркуса бешено колотилось, когда он собирал их. Перед ним лежали бухгалтерские книги, счета, личные письма, настоящая сокровищница истории семьи Ротшильдов. Возбуждение боролось с тревогой. Зачем прятать такие ценные документы? Что они защищали? Осознание того, что Хиллари может вернуться в любой момент, подтолкнуло его к действию. Он собрал документы и портреты и поспешил отнести их в свою машину. В библиотеке он рассказал о своем открытии главному библиотекарю. Ее глаза расширились от волнения. Она заявила, что это может быть ключом к разгадке тайны Ротшильдов. Испытывая облегчение, Маркус передал документы в ее умелые руки. Вернувшись домой, он лихорадочно стер все следы своего вторжения. Хиллари появилась как раз в тот момент, когда он закончил, и он тепло поприветствовал ее. В тот вечер, когда библиотекарь рассказал о своих планах по созданию исследовательской группы, Маркус столкнулся с дилеммой. Должен ли он довериться Хиллари? Риск расстроить ее перевешивал потенциальную выгоду, но пока он не спешил делиться своим секретом. Маркус постоянно общался с библиотекарем, с нетерпением ожидая новых событий, и вот однажды днем ее взволнованный голос сообщил новость. «Мы совершили прорыв, Маркус. Ротшильды были филантропами, а не преступниками». На него нахлынуло облегчение. «Что еще вы нашли?» — спросил он, и в его голосе прозвучала надежда. Библиотекарь продолжил. «Ротшильды были столпами общества. Они щедро жертвовали в благотворительные организации. Предполагаемый скандал был тщательно спланированной ложью конкурирующей семьи, завидовавшей их успеху. По мере того, как библиотекарь углублялась, вырисовывалась сложная картина. Ротшильды стали жертвами безжалостной клеветнической кампании, направленной на то, чтобы очернить их репутацию и захватить контроль над их предприятиями. Их ложно обвинили в растрате и убийстве. Они были бессильны, чтобы защитить себя. Опасаясь уничтожения улик, они скрыли правду, чтобы защитить свое наследие. Маркуса охватили облегчение и гордость. Имя Ротшильдов наконец-то было восстановлено. Их наследие — это щедрость, а не скандал. Поделиться этим открытием с Хиллари было радостным моментом. Библиотекарь и ученые организовали выставку, посвященную вкладу семьи Ротшильд. Открытие прошло с триумфом, привлекая толпы людей, жаждущих узнать их историю. Маркус и Хиллари испытывали глубокое чувство выполненного долга. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.